Ребята, никто не был по-настоящему готов к выходу третьего эпизода вирусного путешествия BTS. Еще до окончания вступительной музыки мир мгновенно погрузился в реальность, которая казалась слишком интимной, чтобы быть просто развлечением. Камера медленно запечатлела фигуру Тэхёна, мягко двигающегося в тихом утреннем свете, солнечные лучи проникали сквозь окно, создавая теплую атмосферу, которая почти напоминала сцену из романтического фильма. Но то, что произошло дальше, намного превзошло все ожидания. Тэхён нежно разбудил Чингука, не громким голосом или шуткой, как обычно, а таким осторожным прикосновением, словно он оберегал что-то очень ценное. В ту секунду многим фанатам показалось, что время остановилось. Это был не просто момент единения, а эмоциональный жест, настолько глубокий, что его трудно объяснить логически. Прежде чем зрители успели осмыслить свои чувства, Тэхён сделал то, что заставило бы миллионы сердец затрепетать. Он быстро приготовил для Чингука стакан воды. Простой жест, да, но в этом контексте он ощущался как символ безусловной заботы. То, как он передал стакан, нежный взгляд в его глазах и все еще не пробудившаяся реакция Чингука создали настолько личную атмосферу, что казалось, будто камеры там быть не должно. Многие назвали этот момент слишком реальным, чтобы быть постановочным, потому что в нем не было ничего искусственного. Это была не просто причуда участника группы, это было нечто более глубокое, нечто, что заставило фанатов задуматься, не была ли это та самая привязанность, которая все это время лишь подразумевалась. По мере развития эпизода энергия между ними нисколько не угасала. Даже когда другие участники входили со смехом и радостью, внимание зрителей постоянно возвращалось к тонкой динамике между Тэхёном и Чингуком. В том, как они смотрели друг на друга, было что-то, что нельзя было просто описать как дружбу. Когда началась игра и им пришлось разделиться, атмосфера сменилась на странно приятную смесь соперничества и эмоционального напряжения. Тэхён, почти ничего не говоря, всегда заботился о том, чтобы Чингуку было комфортно, будь то легкие жесты, едва заметная улыбка или даже просто приближение. А Чингук? Он отвечал не менее глубоко, взглядом обожания, который несколько раз был запечатлен на камеру, заставив фанатов и РМО по всему миру беззвучно кричать. Самым трогательным было не столько грандиозное взаимодействие, сколько мелкие детали, которые почти оставались незамеченными. Короткий шепот в углу, смех, понятный только им двоим, и то, как они подсознательно искали друг друга в толпе. Многие считали, что за всем этим скрывался маленький мир, разделяемый только ими двумя. Мир, не нуждающийся в объяснениях, в подтверждении и ощущающийся еще более сильным именно потому, что он никогда не был показан напрямую. В этот момент эпизод превратился из простого зрелища в переживание, нечто, что нужно почувствовать, а не просто увидеть. Когда наступил момент пенальти в игре, напряжение снова достигло пика, но с другим оттенком. Тэхён выглядел готовым взять на себя больше, словно хотел защитить Чингука от малейших трудностей. Этот жест, хотя и не был произнесен вслух, говорил громче любых слов. А Чингук, обычно известный своей сильной и независимой личностью, принимал внимание так естественно, без сопротивления, без неловкости, как будто это давно стало частью их взаимодействия. Именно здесь многие фанаты начали понимать, что в этих отношениях дело не в том, кто сильнее, а в том, как они молча дополняют друг друга. Сцена за ужином была еще одним захватывающим моментом. Сидя рядом в оживленной атмосфере, они создали уединенное пространство, резко контрастирующее с окружающей обстановкой. То, как Тэхён делился едой, то, как Чингук улыбался, принимая ее, и непринужденные разговоры, звучавшие как секретные коды, все это создавало почти кинематографическую атмосферу. Многие посчитали эту сцену похожей на безмолвное любовное письмо, эмоциональное общение, не требующее прямого объяснения. Даже когда они говорили о будущем, за шутками скрывался серьезный тон, словно они действительно представляли себе долгое путешествие, в которое им предстоит отправиться вместе. Но что сделало этот эпизод таким запоминающимся, так это идеальный баланс между их характерами. Тэхён со своей артистичной и мягкой стороной идеально уравновешивает энергию и целеустремленность Чингука. Они не только дополняют друг друга, но и естественным образом усиливают друг друга.
Во время обсуждения их работы и предстоящего альбома становится ясно, насколько они уважают друг друга в профессиональном плане. Чингук внимательно выслушивает каждую идею Тэхёна, а Тэхён вдумчиво реагирует на работу Чингука. Это не просто сотрудничество, это синергия, рожденная глубоким доверием. Но даже после того, как экраны гаснут, искра эмоций не исчезает полностью, вместо этого она перерастает в волну обсуждений, которая захлестывает фан-сообщество. Многие пересматривают сцену за сценой, пытаясь уловить детали, которые могли пропустить, как будто каждая секунда несет в себе скрытый смысл. Теперь внимание сосредоточено на, казалось бы, спонтанных, но значимых жестах, на том, как Тэхён стоит чуть ближе, чем обычно, или на том, как Чингук подсознательно корректирует свои шаги, чтобы не отставать. Эти мелкие детали становятся предметом длительного анализа, формируя новый нарратив, который продолжает бесконечно развиваться. С другой стороны, есть моменты, которые кажутся простыми, но оставляют самые глубокие впечатления. Когда они шли бок о бок, почти не разговаривая, атмосфера была такой безмятежной, почти как передышка от суетливого мира. Не было необходимости заполнять тишину словами, поскольку присутствия друг друга было достаточно. Многие увидели в этом признак эмоциональной зрелости, отношения больше не зависели от чрезмерной экспрессивности, а скорее от подлинного комфорта. Со временем внимание поклонников также привлекло изменение динамики, которая, казалось, созревала. Если раньше их взаимодействие часто было наполнено беззаботными шутками и взрывной энергией, то теперь появился новый, более глубокий слой спокойствия, понимания и тонкое чувство взаимной заботы. Это не было резким изменением, а скорее эволюцией, которая произошла естественным образом за долгий путь, который они прошли вместе. В нескольких сценах было ясно, как они давали друг другу пространство, не теряя при этом связи. Когда один из них занимался чем-то вместе с другими участниками группы, другой не проявлял никакой неловкости или чувства обделенности вниманием. Напротив, ощущалось сильное доверие, как будто они знали, что мгновение расстояния никогда по-настоящему не разлучит их. Это укрепляло мысль о том, что их отношения построены на прочном фундаменте, а не просто на мимолетной встрече. Интересно, что их выражения лиц часто оказываются в центре внимания. Взгляд друг на друга может показаться случайным, но при ближайшем рассмотрении в них таятся эмоции, которые трудно определить. В них есть теплота, восхищение и даже намек на уязвимость, которые они редко показывают на публике. Это сочетание создает сильное притяжение, из-за которого любому, кто их видит, трудно отвести взгляд. Многие также отмечают, как они поддерживают друг друга в стрессовых ситуациях. Когда игра становится все более конкурентной, вместо того, чтобы поддаваться эмоциям, они демонстрируют спокойные отношения. Легкого прикосновения к плечу или просто короткой улыбки достаточно, чтобы восстановить более стабильную атмосферу. Это показывает, что присутствие друг друга – это не только дружеская поддержка, но и уравновешивание эмоций. За всем этим скрывается чувство юмора. Их простые, но искренние шутки звучат очень естественно. Смех не натянут, а скорее создает ощущение комфорта, сформировавшееся за годы. Эти моменты обеспечивают баланс, не позволяя атмосфере стать слишком тяжелой, даже когда она наполнена глубокими эмоциями. Это путешествие также показывает, как они становятся друг для друга домом. Не в буквальном смысле, а как эмоциональное пространство, где оба могут чувствовать себя в безопасности. Когда один кажется уставшим, другой всегда рядом, предлагая поддержку самыми простыми, но в то же время самыми значимыми способами. Это не искусственность, а результат давно сложившейся связи. Более того, то, как они делятся маленькими моментами, также является ярким моментом. Будь то совместное употребление еды, обмен историями или даже молчание, все происходит так естественно. Нет ничего надуманного или натянутого ради камеры, взаимодействие происходит естественно и непринужденно. Это создает у зрителей ощущение, что они заглядывают в реальную жизнь, а не просто наблюдают за зрелищем. В нескольких сценах мы видим, как они напоминают друг другу о необходимости заботиться о своем здоровье и физическом состоянии. Это может показаться простым, но в контексте их напряженной жизни такое внимание имеет огромное значение.
Это показывает, что их забота распространяется не только на важные моменты, но и на мелкие, часто упускаемые из виду детали.